Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами рубрика «Ответы на ваши вопросы». Буду грызть свои вкусняхи и разговаривать с вами. Не отвлекаясь, здесь ассорти: Астана, Туркестан, разные сорта. Это мои изделия. Это из последних видео, где я делала пасту узбечка розовая, узбечка голубая. Я сделала вот такие вот палочки. Итак, начнем. Первый вопрос у нас от Колжан Ильясовой. Расскажите о себе, кто вы по профессии, сколько лет вашим деткам. Так, ну давайте укусим. По профессии. По профессии я менеджер по персоналу. В мои обязанности входит обучение персонала, тренинги, подбор персонала, собеседование и так далее и тому подобное. Но по профессии я давно не работаю. Я вообще давно не работаю, девочки. Как бы вам сказать? Мой муж против того, чтобы я работала в найме. Как бы это не говорит о том, что я не развиваюсь, что-то там как-то. А то сейчас многие могут подумать, что на шее у мужа сижу. Нет. Я работаю на дому. На дому. И сейчас у меня появилось любимое хобби. Это ведение канала. Все свое свободное время я стараюсь посвятить каналу. Мне это очень-очень сильно нравится. Так что работаю я на дому. У меня 2 сына. Старшему в сентябре будет 14. Младшему недавно исполнилось 4 года. Муж у меня работает. Он силовик. Звание, должность озвучивать я не буду. На хорошем месте, на хорошей должности. До пенсии ему осталось немного. Потому что у нас в семье работает папа. А мама красивая, как говорится. Так, следующий. Задает вопрос влог Динара Алмату. Девочки, если неправильно, простите. Переписывала ваши ники, как написано. Так, как вы начали снимать АСМР мукбанг? Начала просто снимать видео и пробовать все на камеру. И мне это понравилось. Ну, как бы очень долгое время я сомневалась, а стоит, а надо ли. Но опять же, мой канал создан, развивается благодаря моему супругу. Все с его волшебного пинка. Я уже отвечала, говорила, что он увидел, как я смотрю девочек, и сказал: а почему ты не снимаешь? Давай попробуй. Я попробовала. Теперь это мое любимое хобби. Мне это очень-очень нравится. Туркестан кудрявый, очень вкусный кусочек попался. Первое время стеснялась, боялась. Сейчас уже привыкла.
к следующей. Надя Ковал. По-моему, так. От нее два вопроса, и вот сейчас я на первый отвечу, второй очень интересный. В каких странах вы уже побывали, в какие страны вы хотели бы поехать? В силу того, что мы не выездные из-за работы мужа, мы объездили большую часть России. В том году мы ездили на машине в Краснодарский край. Мы были в Горячем Ключе, в Геленджике, в Лазаревском, в Джубке, в Волгограде, в Тольятти. Кстати, в следующую поездку обязательно надо заглянуть в магазин к Елене в Тольятти. До знакомства с мужем я была в Бишкеке, в Киргизии. У меня бабушка жила там, мы в гости ездили. Жила она в Бастырях. Озеро Иссык-Куль. Изумительно красивое озеро. И очень-очень красивые места. Ну, где хотела бы побывать? Когда муж уйдет на пенсию, первая страна, куда мы полетим, будет Греция. Он у меня там был, ему очень сильно понравилось. Вообще я хочу отдохнуть в Таиланде, во Вьетнаме. Париж. На пару дней слетать. Планов много. Как говорится, дай бог все сбудется. Так, и второй вопрос от Нади. Каких смотрите блогеров на ютубе? Считаете ли вы, что меловые блогеры натолкнули людей на идею попробовать мел и глину? Блогеров смотрю, но сейчас реже. Лето. Дома практически не сидим. То к родителям ездим, у них свой дом. Целыми днями на улице. С ребенком гуляем. Так что блогеров я смотрю редко. Как их смотрю? Юлю Пеливан смотрю. Очень нравится эстетика. Я эстет. Мне нравится мне нравится подача ее. Мне нравится, как она ведет канал. Мне нравится, как картинка. Я не очень люблю блогеров, которые вот просто вот молчком, без единого слова. Взяли, грызут, погрызли, все. Я люблю потрындеть. В детстве у меня мама называла трындычиха. Поболтать я люблю. Я люблю больше болтологические видео. Я смотрю Еленка К. Очень нравится ее канал, ее формат. Ручки ухоженные. Как говорится, и грызет, и разговаривает. Одно другому не мешает. Можно сказать, благодаря Елене я и начала вести свой канал. Мне очень близок ее формат. Смотрю Дашу.
пару видео у Марты смотрела. В общем, разнообразие. Я смотрю тогда, когда у меня есть время и под настроение, так сказать. Что касается второй части вопроса, считаю ли я, что меловые блогеры натолкнули людей на идею попробовать мелоглину? Нет. Начнем с того, мне 35 лет. 5 июня мне будет 36. Мел я попробовала в школе. Тогда слово YouTube даже никто и не знал. Никто меня к этому не подталкивал. Мне просто захотелось. Нас отправляли в учительскую за мелом. Возьмешь, пару кусочков засунешь себе в заначку, и целый день довольная. По поводу глины. Нет, глину я начала пробовать, потому что она была в ассортименте у моего любимого продавца Натали. Я когда поняла, что мне не хочется мелом, у нее всегда хороший ассортимент, я у нее заказывала пробники. Опять же, никто меня на это не натолкнул. Сейчас время Ютуба, социальных сетей, да, возможно. Но опять же, все зависит от человека. Хочет он. Если он захочет, то тут как бы... Скажу так, это нифига не полезно. Нет. И кто говорит, что это полезно, это полный бред. Нет, это не полезно. Надо знать меру, надо знать свой организм. И каждый принимает для себя решение, нужно это ему или нет. Потому что каждый сам для себя решает. Так, следующий вопрос. Гулмуль Матли. Девочка писала мне про лицо, про то, чтобы... Почему я не снимаю с лицом? Сейчас дам я вам полный развернутый ответ. Во-первых, в силу того, кем работает мой муж и где он работает, лишний раз, как говорится, светиться в интернете не особо хочется. Во-вторых, я сама пока не горю желанием сниматься с лицом. Девочки, вот кто любит вот хруст на камеру с лицом, ну столько блогеров, которые хрустят с лицом. Ну, на моем канале 2 самых популярных вопроса: глотаешь ли ты и почему ты не снимаешь с лицом. Мой канал — это мое видение. Для меня это комфортно, для меня это удобно, и мне так больше нравится. На данный момент меня устраивает полностью такой формат. Кому нравится, они будут смотреть. Кому не нравится, я же вас здесь не держу, правильно? Так что пока формат будет неизменен. Будут мои руки, говорящие руки. Маникюрчик сегодня сделала.
лето, захотелось очень ярких красок. Пока формат я менять не буду. По поводу хейтеров. Они есть. Я успеваю их блокировать, удалять ту грязь, которую мне пишут. Писали, что у девочек, которые с лицом снимают, очень много хейтеров, которые пишут обидные слова. Знаете, как я к ним отношусь? Вот к таким вот пакостным людям, которые заходят, нагадят и выходят с довольной душой. В последнее время много появилось, знаете, каких? Они пишут на нерусском языке, а в конце какое-нибудь оскорбительное слово на русском. Ребят, у меня есть переводчик, я могу перевести все ваши высказывания. Но я стараюсь не читать сразу банить. Но иногда мы читаем с мужем, посмеемся, удалим. Я не принимаю это близко к сердцу. Я не пропускаю это через себя. Зачем я свою жизнь буду засорять вот такими людьми, которые нагадили и довольны? А еще, знаете, обращаюсь к моим любимым хейтерам. Вы, прежде чем писать мне гадости, поменяйте, пожалуйста, аватарки. Вот иногда на вас смотришь, ну не воспринимаешь вас серьезно, мне вас жалко. Посмотрите на себя в зеркало. Либо у вас такая высокая самооценка, но знаете, что если вы позволяете себе зайти на мой канал и, как говорится, вытереть ноги и там нагадить, то сейчас я вам дам ответку. Одна мне пишет: ой, господи, постоянно на тебя нарываюсь. Девочки, ну я не могу без смеха смотреть на ее аватарку. Я знаю, чей это подписчик. Ну просто смешно. Если вам нравится, мне нравится мой канал, я никого здесь не держу. Мне приятно, что на моем канале большинство адекватных, здравомыслящих людей, которые, я уверена, симпатичные, красивые, ухоженные, обеспеченные. А так, чтобы мне высказывали, ой, ну это ужас. Адекватный человек, у которого все хорошо в жизни, никогда не будет маяться такими глупостями. Пересмотрите вашу жизнь, может быть, что-то вы в ней измените, чтобы быть более довольным своей жизнью. Меня в моей жизни устраивает абсолютно все. А уже все ваши там... Если вы считаете, что вы меня чем-то заденете или как-то расстроите, можете даже не пытаться. К таким людям я отношусь с жалостью. Мне их жалко. Я вот не могу себе представить, чтобы я зашла кому-то и написала гадости. Нет, такого не было и не будет никогда. Если что-то мне не нравится, я не буду это смотреть.
как говорится, пройду мимо. По поводу того, что мне тут некоторые товарищи пишут: посмотри эту, посмотри ту, научись. Знаете что, ни на кого я смотреть не буду. Я сама знаю, что мне делать на моем канале. Пусть это звучит грубо, неприятно, но давайте смотреть правде в глаза. Я сама решу, какой формат у меня будет, что будет на моем канале. Я прислушаюсь к вам, я пишу постоянные опросы, что вам интересно, что вы снять. Я читаю все ваши комментарии. Если я вижу, что вы мне пишете интересную тему для видео, я ее обязательно сниму. Но указывать мне еще и чуть ли не слышь ты, нет, такого отношения я к себе не позволю. Когда вы приходите от блогеров-тысячников и начинаете то же самое, что-то высказывать мне, показывать свой фи, я тут зашла, просто посмотрела и вот думаю, либо я какая-то не такая. Ребят, я каждый месяц стараюсь провести конкурс. Вот сейчас на моем канале идет конкурс на 2000. Будет 2 победителя по 1000. Что-то я не увидела, чтобы ваши любимые блогеры-тысячники как-то вас благодарили. А я видела конкурсы у Юли. Ну, и все. Правда, иногда становится как бы обидно и непонятно, что ты ведешь канал. Ты вкладываешь в канал душу, время, финансы. Ты пытаешься сделать картинку красивой, показать все с наилучшего ракурса. Общаешься с аудиторией, интересуешься пожеланиями. Делаешь небольшие конкурсы. Пытаешься как-то отблагодарить, и тебе так хлоп, и прилетает незаслуженно какие-то оскорбления и обвинения. Не надо меня ни с кем сравнивать. Я такая, какая есть. Нагадили, сказала в лоб. Так что как-то так. А в общем, меня все устраивает. Вы знаете, успех – дело такое. Я к успеху отношусь как? Все должно было… Если хочешь успеха, делай с любовью. Сделай в удовольствие. Если ты не будешь делать с любовью и в свое удовольствие, ничего у тебя не получится. Как бы ты ни старался. Люди чувствуют фальшь. А люди чувствуют фальшь, они, как бы на ментальном уровне, что ли. Если я чувствую, что человек неискренний, мне становится неинтересно. Честно сказать, у меня очень молодой канал. Создала я его в 2014 году. Все долго не могла созреть, как говорится. Но сейчас я не заброшу
свое дело. Я еще по гороскопу близнецы. А это, как вы знаете, творческие люди. Люди ну, их нужно вдохновлять. А если что-то нам нравится, мы отдаемся целиком и полностью любимому делу. У меня и муж близнец. Над нами долго смеялись, думали, что мы не уживемся. Но ничего, живем долго, счастливо. И все у нас хорошо. Так что все зависит от вас. А еще по поводу лица хотела сказать. Вот смотрите. Юля. Если, Юля, увидишь это видео, большой-большой привет тебе. Какая картинка, всегда макияжик, всегда очень все чистенько, красивенько, аккуратненько, приятно смотреть, приятно слушать. Но я натыкаюсь на таких мадам. Я никого не осуждаю, не обсуждаю, но я хочу сказать так. Если вам нравится смотреть на черти что, ради бога. А мне одна написала, я зашла к ней на канал, и я была в легком шоке. Я не понимаю, как так можно. Ну, виднее. Я пришла сюда за общение. Я пришла сюда делиться новым. Потому что, когда я начала знакомство с этими вкусняшками, очень немногих сортов я не нашла. Я заказывала наобум. А мне нравится смотреть обзоры и думать, надо мне это или не надо. Что так вкусно. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Если кто кого-то обидела, простите, но я всегда буду говорить то, что я чувствую. Никогда я не была подлизой и всегда говорила правду. Так что я не понимаю эту пословицу, как говорят. Вернее, понимаю, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Так вот, сладкой лжи на моем канале никогда не будет. Как есть. Что есть. А там дело ваше. Нравится вам такой формат, не нравится? В общем, на сегодня я ответила на все ваши вопросы. Надеюсь, вам было интересно. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.